Привет, друзья! Здесь Техноенот и его команда. В этом выпуске хочется продолжить серию автомобилей знаменитых людей. И вслед за сериями про Юрия Гагарина, Владимира Ленина и Леонида Брежнева рассказать про автомобили горячо любимого поэта, актера и автора-исполнителя замечательных песен Владимира Семеновича Высоцкого. А рассказать, кстати, есть о чем. Конечно, его автопарк не сравнить с гаремом дорогого Леонида Ильича, но судьба автомобилей довольно интересна. Итак, поехали! Друзья, напомню, что в нашем видео демонстрируются фотографии автомобилей, не обязательно тех самых, которые были у Владимира Семеновича Высоцкого. Это могут быть подобные автомобили или похожие. Настоящих фотографий не так много существует в природе, поэтому используем все, что возможно. В каждой серии я не устаю повторять, что со временем историческая информация обрастает байками, легендами и просто ошибками. Казалось бы, Владимир Семенович жил совсем недавно. Какие-то 37 лет прошли со дня его смерти, а информация про автомобили уже запуталась, перепуталась, и не всегда можно проверить ее достоверность. При подготовке нашего видео я все-таки ориентировался больше на интервью его современников, а также родственников, в частности на интервью сына Никиты Владимировича Высоцкого различным СМИ. За свою жизнь Владимир Семенович успел порулить как привычными по тем временам отечественными легковушками, так и поездить на престижных иномарках, позволить купить которые тогда могли лишь очень известные и авторитетные персоны. Первым автомобилем Высоцкого в 1967 году стал популярный тогда, но доступный очень немногим советский легковой автомобиль среднего класса «Волга ГАЗ-21» серого цвета. Владимир Семенович начал ездить на «Волге» в возрасте 30 лет. Но есть информация, что не совсем это был его автомобиль, точнее совсем не его. «Волга» принадлежала приятелю Владимира Семеновича, художнику Борису Диодорову, который обучал знаменитого друга основам водительского мастерства и давал на ней покататься. Также есть информация, что впоследствии машина была разбита. Впрочем, схожая судьба ожидала практически все автомобили Высоцкого. Двигаемся дальше и переходим в 1971 год. Именно в этом году Владимир Семенович купил новинку отечественного автопрома ВАЗ-2101 серого цвета с госномером МКЛ 1655. Однако долго наслаждаться управлением советского «Фиата», так называл его Владимир Высоцкий, не смог. После нескольких поездок автомобиль был разбит. Высоцкий не пострадал, а вот машина была серьезно покалечена. После того, как копейку отремонтировали, она была продана. Опять же, с этим автомобилем есть несколько версий или баек. По одной из версий автомобиль купил не сам Владимир Семенович, а его отец, и затем подарил сыну. А когда автомобиль попал в аварию, очень сильно расстроился и забрал автомобиль обратно. Но по рассказам сына, Никиты Владимировича, автомобиль был куплен именно отцом, а не дедушкой. Есть еще байка или версия аварии, в которую попал данный автомобиль. Итак, якобы 31 июля 1971 года после футбольного матча Высоцкий заспорил с соседом-болельщиком, владельцем точно таких же «Жигулей», только зеленых. Кто из них первым отвернет, двигаясь навстречу друг другу лоб в лоб. Владелец зеленых «Жигулей» оказался ничуть не менее азартным, чем сам Высоцкий, и обе машины разбились в лепешку. Почему называю эту историю байкой? Да просто потому, что две машины лоб в лоб – это очень серьезно. Ну и вдобавок ко всему, 31 июля 1971 года был только один футбольный матч второй футбольной лиги СССР в первой зоне между Кировоградской «Звездой» и Полтавским «Строителем». Мне очень сомнительно, что Владимир Семенович был именно на этом матче. Других матчей не было в этот день. Едем дальше. После копеечки Владимир Семенович стал обладателем зарубежного Рено 16. Строго говоря, эта машина ему не принадлежала. Автомобиль был ввезен в Москву Мариной Влади в 1971 году. Машину она купила на гонорар, по легенде, полученный от съемок в рекламе мыла. По тем временам машина была большой редкостью для Советского Союза. Однако уже через несколько поездок Владимир Высоцкий попал в аварию. Практически вся передняя часть Рено была разбита о рейсовый автобус. На восстановление машины потребовалось много времени и сил, ведь для такого редкого экземпляра в СССР было крайне сложно найти запчасти. Да для любой иномарки было сложно найти запчасти. Однако, как только автомобиль был отремонтирован, Владимир Высоцкий и Марина Влади отправились на нем в путешествие во Францию в 1973 году. Там машина была продана через объявление в журнале «Пари Матч». И это было правильное решение, ведь ездить на иностранных номерах в СССР было довольно затруднительно. В
1974 году пришло время пересесть с автомобилей малого класса во что-то более презентабельное. У Владимира Семеновича появилось сразу два автомобиля BMW 2500. Одна серого или серо-голубого цвета, вторая бежевая. Из двух автомобилей официально зарегистрирована была только одна баварская машина и имела госномер ММБ 9299. И по свидетельству Ивана Дыховичного, Высоцкий ездил, переставляя номера с одной машины на другую. Если учесть, что машины были не новые, то, наверное, это было не очень расточительно. Пока одна машина в ремонте, можно ездить на другой, предварительно переставив номера. А для сотрудников ГАИ такие автомобили были экзотикой, так что можно было не особо опасаться быть пойманным на таком лайфхаке. Извините за модное словечко. В 1976 году BMW были проданы. Бежевый в Москве, а серо-голубой продан в Париже, предварительно доставив туда Владимира Семеновича и Марину Влади. Да, есть байка, что один из автомобилей был конфискован Интерполом. В другой версии не был поставлен на учет из-за того, что числился в Интерполе в угоне. Но в этом все-таки можно усомниться, так как СССР был принят в Интерпол только в 90-м году. В 1976 году Владимир Высоцкий приобретает свой первый «Мерседес». Поддержанная двухлетняя машина в 116-м кузове была просто шикарна. 2 года для европейских условий – это совсем ничего. Четырехдверный седан серо-голубого цвета оснащался двигателем V8 мощностью 286 лошадок. Этот автомобиль был по-настоящему крутым для Москвы и Советского Союза. Это был автомобиль его мечты. Приобрести автомобиль с трехлучевой звездой Высоцкому помогли Марина Влади и его зарубежные друзья. На его покупку пришлось истратить все деньги, вырученные от продажи BMW, и еще добавить несколько гонораров за концерты. Чтобы растаможить Мерседес, Высоцкий дал несколько бесплатных концертов перед советскими таможенниками. В благодарность ему позволили выплачивать таможенную пошлину за машину в рассрочку. Во всех практически источниках указывается, что такой автомобиль в СССР был только у Высоцкого и Брежнева. Ну, еще у Сергея Михалкова. Но по рассказам Никиты Владимировича Высоцкого, это утверждение пошло от самого Владимира Семеновича, который таким образом хвастался перед друзьями. Седан был разбит 1 января 80-го года. Не справившись с управлением, Высоцкий на большой скорости врезался в трамвай. Долгое время считалось, что после ремонта впоследствии автомобиль был утерян. Авторы художественного фильма «Спасибо, что живой» долго искали его, но нашли только похожее авто. Но один из екатеринбургских предпринимателей, являясь преданным поклонником и владельцем небоскреба Высоцкий, сумел отыскать автомобиль где-то в Грузии, отреставрировать и привести в рабочее состояние. Сегодня автомобиль находится в Екатеринбургском музее Владимира Высоцкого и является частью экспозиции. Свой последний автомобиль он купил в конце 1979 года. Выбор пал на спортивное купе Mercedes в 107 кузове желто-коричневого цвета. Интересно, что этот автомобиль был дефицитом даже в Германии. Однако Владимир Семенович смог уговорить своего знакомого немецкого предпринимателя расстаться с новеньким спортивным купе. Второй Мерседес также попал в аварию и восстановили его лишь после смерти Владимира Высоцкого. Дальнейшая судьба купе, к сожалению, неизвестна. Да, Владимир Семенович любил быструю езду и был одним из немногих счастливчиков, кто мог себе позволить 70-е, 80-е годы иномарку. Если вам есть что добавить к нашей информации или просто рассказать свои мысли, то поделитесь, пожалуйста, в комментариях к этому видео, только культурно. Будем очень признательны, если вы поделитесь этим роликом со своими друзьями в социальных сетях или просто расскажете про техноенота. Спасибо всем большое за просмотр, оставайтесь с нами, увидим еще что-нибудь интересненькое.